Всем привет! Добро пожаловать на канал. В этом видео я хочу поговорить о дедлайнах и о том, как их не срывать, особенно если вы к этому стремитесь. То есть все советы направлены на то, чтобы вы прекрасно с ними справились и вовремя все сдали. И первый совет — это найти коренную причину. Почему вы либо опаздываете, либо уже опоздали, либо пропустили, либо в прошлом у вас были такие инциденты, когда вы срывали сроки, срывали дедлайны и так далее. То есть нужно всегда докапываться до истинной причины, почему это происходит. Либо у вас плохая подготовка, либо вы неправильно рассчитываете время, либо вы берете на себя слишком много, либо слишком маленькое количество времени и так далее. То есть вам нужно свою личную причину найти, почему это происходит. Второй совет состоит в том, что нужно быть всегда готовым к тому, чтобы поменять свой план. Потому что как бы не был красиво расписан наш план, все пункты, вот вы все себе расписали, рассчитали, что вы все успеваете, но всегда жизнь вносит свои коррективы, и нужно оставаться гибким, потому что иногда бывает, что вроде хорошо составленный план, но реализация его, ну, так сказать, не удалась. И здесь нужно признать поражение и составить новый план. Третий совет, который я вам хочу дать, это не льстите себе. Мы всегда очень сильно себя либо переоцениваем, либо недооцениваем, потому что в любом случае мы смотрим изнутри, как бы мы ни старались посмотреть на себя со стороны, это достаточно сложно. Соответственно, если вы все-таки более объективно будете относиться к тому, как вы выполняете задания, как вы успеваете, как вы не успеваете, что вы делаете, что вы упускаете из виду, когда вам нужна помощь или не нужна помощь и так далее. То есть вы должны более объективно к себе относиться и даже немножечко хуже. То есть нужно как бы предположить, что вы на что-то забьете, что-то упустите, что-то пропустите, проспите и так далее. Это все нужно учитывать и вносить как раз-таки в тот самый план, который я говорила ранее. Четвертый совет, который я могу вам дать, это развеивание мифа последнего дня. Очень часто, очень многие люди, кстати, и даже те, кто строит планы, считают, что последний день — это что-то такое магическое, вы все собираетесь, все мозговые какие-то наши силы тоже в кучку сбиваются, и мы делаем что-то потрясающее. То есть в момент именно самого дедлайна, когда вот-вот он уже наступит, кажется, что мы как бы мобилизируемся и производим что-то уникальное, классное, замечательное, и мы все успеваем. То есть нам кажется, что мы за это время успеем. Зачем, в принципе, напрягаться, если можно в последний момент все сделать? Это на самом деле миф. Нам так кажется. Да, наш организм, наш мозг в этот момент мобилизируется. Но поверьте мне, та работа, которая должна была быть сделана за месяц, за 2 месяца и так далее, она не может быть сделана за один день, потому что очень часто какие-то крупные проекты, какие-то крупные работы, учебные, рабочие и так далее, они должны пройти определенный процесс. Вы должны подумать, передумать, вычеркнуть, найти какие-то проплешины, найти какие-то нестыковки и так далее. Это целый процесс. Когда вы делаете все в последний момент, возможно, вам кажется, что оно выглядит прекрасно, но на самом деле это вообще не самое лучшее, что вы могли придумать, потому что все-таки наш мозг работает так, что ему нужно время, чтобы загрузить в себя информацию, переработать, выдать какую-то интересную идею, попробовать, отмести, потом еще попробовать. Следующий совет, который я обязательно вам рекомендую, это заранее планировать подушку безопасности в форме дополнительного времени. То есть, когда вы планируете свой дедлайн, всегда отнимайте от него 25% времени и оставляйте это время пустым перед самым-самым вот сроком, дедлайном и так далее. Потому что, повторюсь, современная жизнь и, в принципе, жизнь — это то, что меняется постоянно. Вы можете заболеть, вы можете забыть, у вас может случиться какой-то форс-мажор и так далее. И если вы будете планировать строго впритык вот до самого дедлайна, вот до самого дня, без каких-либо перерывов, без каких-либо выходных и всего прочего, то, скорее всего, ваш план накроется медным тазом, потому что, ну, вряд ли это так будет. Вы, скорее всего, в какой-то момент выгорите, вам захочется сделать перерыв, вам захочется подышать, отойти и так далее. Соответственно, все-таки
Если есть возможность, закладывайте эту подушку времени. Вы потом себе будете бесконечно благодарны, когда сможете в нее уткнуться и немножечко передохнуть. Следующий совет для тех, кто очень боится, в принципе, дедлайнов, на которых они сильно давят. Бывает такое, что паника от приближающего дедлайна настолько парализует, что вы не можете ничего делать, но дедлайн приближается, вы еще больше нервничаете, еще меньше всего делаете. В общем, такой немножечко замкнутый круг. Один из выходов является то, что вы создаете себе много маленьких дедлайнов. То есть вы убираете значимость последнего дедлайна и разбиваете эту значимость на много-много маленьких, а значит не таких страшных. То есть назначайте себе дедлайн, что вот до этого времени вы должны сделать вот это, вот это, вот это. Но здесь очень важно соблюдение этих самых дедлайнов. То есть если вы их назначили, то вы им должны следовать. Если вы их назначили, вы им не следуете, то психологической разгрузки не будет. Либо вы, наоборот, так разгрузитесь, что вообще ничего не будете делать. Мой совет заключается в том, что мы так устроены, что мы всегда переоцениваем то количество времени, которое мы тратим на определенные дела. То есть мы всегда думаем, что мы что-то сделаем гораздо быстрее. Соответственно, когда вы планируете каждый день выполнение своей задачи, прибавляйте к этому времени чуть больше времени, то есть 25-50% можно накинуть от того количества, которое вы предполагаете. И если вы сами себе ставите дедлайны, то опять-таки тоже накиньте еще какое-то время, еще немножечко запас себе, потому что, скорее всего, это займет гораздо больше времени. То есть мы всегда почему-то берем минимальное количество времени, которое мы себе предполагаем, и не опираемся на свой опыт в этом случае. То есть нам всегда кажется, что в прошлом вот мы так долго копались, потому что были определенные обстоятельства. Этих обстоятельств больше не будет, у нас все пройдет идеально. Скорее всего, так не будет, соответственно. Восьмой очень важный момент, который я хочу обсудить, это то, что нужно не бояться просить помощи и признавать какие-либо проблемы. Очень часто это случается в тех случаях особенно, когда вы самостоятельно что-то делаете, либо в очень маленькой группе, когда вот вы идете в процессе, но понимаете, что что-то не так. Соответственно, нужно все-таки отдавать себе отчет, вы действительно не можете что-то сделать, у вас действительно проблема, попросите о помощи. Нет ничего страшного в том, чтобы попросить о помощи и признать, что, в каком-то случае вы облажались, у вас какая-то проблема, провал или еще что-то, для того, чтобы устранить все это дело, принять помощь и идти дальше, и все-таки не провалить ваш дедлайн. И еще хочу поговорить о том, что многие недооценивают подготовительный процесс. На самом деле это то, что является фундаментом вашего успешного завершения проекта, потому что в подготовку можно уместить очень многое. Это и подбор информации, и сбор какой-то информации, распечатки, материалы, удобное место, удобное время, подготовленная команда, все что угодно. Все эти пункты, на самом деле, когда вы будете в процессе, если вам не нужно будет решать все это дело, это высвободит колоссальное количество времени и сил, собственно говоря, то, что нужно для выполнения задачи, проекта и для того, чтобы успеть вовремя. Ну и 10-й совет заключается в том, что в любом случае беспокойство, волнение и стресс, они будут накапливаться, потому что когда нам нужно что-то выполнить к определенному сроку, это всегда такой вызов для себя, это всегда стресс в любом случае, большой, маленький, средний, неважно. В этом случае очень советую его не копить, потому что это всегда приводит к плохим последствиям. Накопленные плохие эмоции это очень плохая вещь, особенно когда вам нужно быть продуктивными, эффективными, вам нужно быть в потоке, вам нужно что-то делать, работать, учиться, выполнять свой проект и так далее. Соответственно, не копим, а выплескиваем. Лучше, конечно, другим людям что-то рассказывать. Просто когда вы облекаете свои эмоции, особенно негативные, в слова, вы снижаете их интенсивность, вы лишаете их силы. То есть вы можете написать об этом, просто вот вылить на бумагу все свои тревоги, все свои страхи. То есть вам нужно прям конкретно пожаловаться в какой-то момент и рассказать, что все плохо, я ничего не успеваю, мне ничего не получается. Ну вот все вот эти моменты, которые копятся у нас в голове, у каждого из нас, когда мы делаем что-то большое, что-то вот к сроку и так далее. Это можно рассказать, это можно написать, неважно.
важно это просто выплеснуть, выдохнуть и пойти дальше работать. Все, мои хорошие, надеюсь, у вас все получится, вы все сдадите в срок, вы выполните все дедлайны, у вас все получится. Подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих видео. Пока-пока.